Здорово, стримеры! С вами Sunrise Child, вы на канале Streamers Magic, и сегодня у нас невероятные новости. То, чего мы ждали уже практически около года, наконец-то свершилось. Вышел стримербот версии 1.0. Это не просто очередное обновление, это мажорная версия, глобальная, которая полностью изменит правила игры. Новый интерфейс, одна из самых запрашиваемых интеграций, облачные бэкапы и совершенно новые логики. В общем, присаживайтесь поудобнее, потому что у нас сейчас будет разбор. Посмотрим все по полочкам, погнали. И первое, что бросается в глаза при запуске стримербота, это полностью переработанный интерфейс. Да-да, друзья, наши молитвы были услышаны. Наконец-то вырвиглазный интерфейс уходит далеко и надолго. Наконец-то у нас есть нативный шикарный темный режим, больше никаких выжженных глаз во время ночных стримов. Все стильно, современно и читабельно. Разработчики полностью переписали интерфейс, и это чувствуется в каждой детали. Из того, что сильно бросается в глаза, помимо темного интерфейса, сразу видно статусы подключений всех ваших, так скажем, созданных подключений, интеграций, аккаунтов и прочих штук, которые вы подсоединяете вне стримербота. Теперь это все находится в правом верхнем углу и легко диагностируется, если что-то не подключено. Ну а для ценителей классики, конечно же, оставили светлую тему. Переключается в один клик, но камон, вы же все знаете, какой режим выберете. Теперь то, о чем просили, умоляли, мечтали. Тысячи стримеров. Встречайте, нативная интеграция с платформой Kick. Да-да, вы не ослышались, теперь подключить Kick можно без всяких сторонних плагинов, интеграций, программ и тому подобное. Все работает из коробки, и самое примечательное, что Нейт хотел сначала сделать это платной фишкой, но благодаря стрим-комьюнити мы теперь можем этим пользоваться бесплатно. По-моему, крутой подарок от всех всем. Теперь вы можете выстраивать цепочки экшенов на сообщения в чате, на подписки, на фоллоу и прочее. То, что происходит на платформе Kick. Таким образом, ваш инструментарий на этой площадке становится максимально расширенный на данный момент. Стримербот всегда был и остается бесплатным проектом, но для тех, кто хочет поддержать разработчиков на Patreon, который не совсем доступен для России в плане оплаты, об этом стоит упомянуть. Появились крутые эксклюзивные фишки. Где найти эти фишки? Заходите на сайт стримербота, подключаетесь своим аккаунтом, если нет, создаете, переходите в раздел деки. Здесь вас встречает сразу бесплатная версия, одиничная версия на деки. По-моему, больше, он сказал, будет штук для тех, кто поддерживает как раз таки вот этот платный функционал, но для тех, кто бесплатно, тоже есть плюшки. Вот так эта дека выглядит, можно запустить в отдельном окне будет. Нажимать здесь разные кнопки, по-разному работают. Например, не знаете, как это для вас применить, можете это вывести на телефон, либо сделать доступ для модераторов к конкретному аккаунту на сайте стримербота, так и сделать публичный доступ по ссылке. В общем, классный инструмент для тех, кто хочет сделать аналог стримдеки, но для стримербота конкретно, либо дать кому-то удаленный доступ для управления его трансляцией. Очень полезная, крутая штука. Также появились облачные бэкапы. Мы все боимся потерять свои настройки и десятки созданных экшенов. Теперь, помимо локальных бэкапов, которые делает стримербот при каждом своем запуске, вы можете в один клик сохранить всю свою конфигурацию в зашифрованном виде на серверах стримербот. Переустанавливайте систему или переезжайте на новый ПК, просто логиньтесь на сайт и скачивайте ваш заранее сделанный бэкап. Третья фишка для спонсоров — это пользовательские веб-хуки. Хотите, чтобы бот реагировал на донаты сервиса, которого нет в списке, или хотите, чтобы реагировал на какие-то события на вашем сайте? Теперь это возможно. Вы можете создавать свои веб-хуки для интеграции практически с любым сервисом. Ну классно же! Теперь, друзья, пристегните трусы. Разработчики дали нам инструмент, который раньше был только доступен через написание кода. Во-первых, вложенные группы под действие. Теперь вы можете создавать группы в группах и складывать папку в папку. И самое главное, еще можно группы эти красить цветом.
Очень удобно, если вы, например, хотите сделать рандом, в котором еще рандом, в котором еще рандом. Это делается, у меня есть видео про рандом, можете заглянуть. На данном этапе покажу вот так. Но рандомов в StreamerBot несколько видов, и я про них говорил. Смотрите видос. Во-вторых, обновлена логика работы if-else. Теперь, чтобы добавить несколько условий, достаточно добавить саму логику. В качестве инпута мы выбираем переменную, как правило, и задаем условия ее сработки. Например, random number. В моем случае он уже создан, поэтому я просто создам какую-нибудь переменную. Здесь несколько вариантов того, что должно происходить, точнее находиться в переменной. Например, нам надо меньше чем сделать цифру какую-нибудь меньше 5. Жмем ОК, и у нас сразу появляется два результата. Проверка пройдена или проверка провалена. И дальше мы создаем экшены внутри этих проверок. Вот так создается легко несколько действий. Не забываем, что там могут быть целые цепочки, либо еще дополнительные проверки. Я для вас подготовил небольшой демонстрационный, так скажем, if-else по выборе того, гном мы или дворф. У меня генерится цифра от 0 до 6. Здесь стоит условие, что если меньше 3, то проверка пройдена. В нашем случае тогда это мы будем дворф. Если не пройдено, мы будем гном. Открываем наш любимый мини-чат и запускаем триггер. В-третьих, у нас появился новый сабэкшен Switch. Это почти похожее на if-else, но немного другое. Он работает с конкретными данными, то есть мы не можем сделать там от до, или меньше, или больше. Мы должны указывать здесь конкретные вещи, которые будут срабатывать. Либо перечислять их в одном кейсе, либо по одному кейсу, вот как у меня сейчас в примере сделано. Сейчас объясню, покажу, как работает. Здесь мы сделаем рандомное число, опять-таки, random number, между 1 и 6. Здесь мы, получается, у нас кейсы. Сначала вы создаете кейс, у вас будет один default кейс. Это означает, что все варианты, которые проверяются в кейсе, будут уходить в дефолт, то есть в все остальное. Дальше мы правой кнопкой нажимая добавляем add case, то есть добавляем варианты. Варианты могут быть какие-то численные, либо просто название, никнейм, например. Если вы целый пул никнеймов туда закидываете в этот экшен, то может выбирать из этих ников. И, соответственно, этому нику делать определенное действие. Вот в нашем случае мы берем, делаем рандомное сообщение на Twitch. Я сделал кейс выпадения цифры 1. Вот редактировать. Здесь мы указываем, можно несколько значений сделать. Например, вот неиспользуемый 4. Вот, будет выбирать между единицей и четверкой. Единица и четверка мы будем копать киркой. В кейсе втором при выпадении двойки будет копать лопатой, при выпадении тройки копать руками. И все остальные варианты, в нашем случае это 5 и 6, будем идти мимо. Давайте проверим, как это теперь работает. Что ж, с этой логикой разобрались, поехали дальше смотреть. Вишенка на торте SubAction While. While — это циклы, понимаете? Теперь можно выполнять повторяющиеся действия без единой строчки кода. Отправить 10 сообщений в чат, спамить эффектом на экране, постепенно менять громкость звука, делать счетчик на экране OBS. Теперь это делается парой кликов. Раньше это приходилось лезть в код C#, а теперь доступно каждому. Теперь давайте разберем на практике, как это работает цикл. Находится он, как и все новые наши сабэкшены, в логике while. Добавляем. Здесь у нас в инпуте должно быть какое-то значение, либо какая-то переменная, либо аргумент. Если что, я в видосе про StreamerBot рассказывал, что такое переменные, где их брать. Вот, берете какую-то переменную, устанавливаете здесь меньше, больше, равно и так далее, и указываете значение. Ignore cases означает, что верхний и нижний регистр будет не иметь значения. Вот в моем случае зацикливается событие вот здесь среди 3 сабэкшенов, а именно генерится рандомный номер от 1 до 4. Дальше происходит задержка небольшая, 1 секунду, и происходит сообщение на Twitch, и еще удар. То есть, как у нас происходит весь экшен. Мы запускаем триггер, у нас происходит первое сообщение, удар по камню.
Дальше у нас уходит в луп событие, которое повторяется из раза в раз, пока не выполнится условие, которое в этом событии указано. В нашем случае должно выпасть 4. Пока не выпало 4, у нас будет рандомиться число от 0 до 4, происходить задержка в секунду и отправляться на Twitch сообщение «Еще удар». После выполнения этого события, то есть как выпадет 4, у нас происходит дальше движение по экшену, и мы отправляем сообщение на Twitch «Камень сломался». Давайте посмотрим, как это будет выглядеть в чате. Но и это еще не все изменения, которые нас ждут в этой версии стримербота. Как я упомянул еще, деки 2.0, панели аналог Stream Deck, да, полностью переработаны, стали мощнее. Теперь можно назначать любые горячие клавиши на триггеры экшенов, в то время, когда раньше можно было только выбрать из готового пула. Еще одна небольшая фишка — это триггер на клики мыши. Новый push API от YouTube. Чат теперь с YouTube работает практически без задержек в режиме реального времени и расходует меньше квот. Свой файловый сервер. Теперь вы можете раздавать файлы прямо из StreamerBot через встроенный HTTP сервер. Идеально для кастомных браузерных оверлеев. Новые экшены для цитат. Встроенная команда Quote убрана. Вместо нее набор мощных экшенов для полного контроля над системой цитат. Хочу, как обновиться, спросите вы? Тут есть небольшой нюанс. Бета-тестирование. Это же все-таки тестирование доступно только для тех, у кого есть специальная роль в Discord-канале стримербота. К моему счастью, я получил эту роль загодя до того, как произошли блокировки в России этой чудесной программы. И теперь покажу вам, как это делается. Если у вас есть доступ к этой роли, вперед обновляться. Открываете StreamerBot, переходите во вкладку интеграции, здесь находите StreamerBot веб-сайт, нажимаете логин, у вас открывается сайт StreamerBot, если вы залогинены, будет написано successful, и если нет, предложит залогиниться, подключить Discord аккаунт, не забудьте в свой аккаунт на сайте StreamerBot. Можно закрыть вкладку, и теперь вот мой аккаунт залогинен. Теперь открываете 3 полосочки, да? Делайте check updates, у нас появляется здесь опция бета. Жмете бета, жмете download и ждете. Ну и вот наш стримербот обновлен. Следует учесть, что если ваши коллеги еще используют стримербот версии 0.2.8 и вы решите им скинуть какие-то свои наработки, скорее всего они не будут работать, потому что здесь используется другая логика и даунгрейднуть ваши все экшены не получится. Можно их сделать с версии 0.2.8 до первой, но не обратно. Например, вот я уже делал некоторые свои работы уже под версию 0.2.8, чтобы апгрейднуться до первой версии, и предусмотрел тут темные режимы под новую версию стримербота. Наработки теперь работают в первой версии стримербота, и можно ими пользоваться. В то время как ребята, которые делали в первой версии, пытаются скинуть свои работы на 0.2.8 ребятам, у них ничего не запускается, ругается на то, что версия новая. Мне, конечно, такие инструменты годик назад, когда я делал игру целую в стримерботе, я бы сэкономил себе уйму времени. Тогда я еще не знал, что такое код. Что ж, друзья, вот таким получилось это громадное обновление. Стримербот версии 1.0 это не просто шаг, это какой-то прыжок вперед. Он стал красивее, мощнее, удобнее, открыл двери для пользователей Kik. Это огромный результат одного разработчика, и если у вас есть возможность, обязательно поддержите его на Patreon, ссылку оставлю в описании. Но чтобы мы имели все бесплатные плюшки как можно дольше, и он не задумывался о том, что надо бы где-то подкрутить гайки, чтобы как-то его продукт выживал. А что вы думаете об этом обновлении? Какие фишки вам больше всего приглянулись? Может быть, о каких-то я не рассказал? Пишите об этом в комментариях. С удовольствием почитаю, отвечу, побеседуем, подискутируем, а лучше переходите ко мне в телегу. Там мы дискутируем практически 24/7. Там же я публикую различные штуки для стримербота, интересные штуки для OBS делаю, эксклюзивные, только у меня можете найти в телеге.
и всякие гайды, видео, текстовые и прочее полезное для стримеров. Обязательно переходите, буду всех там вас рад видеть. Не забудьте поставить лайк этому видео, если оно вам показалось полезным, а также подписаться на канал, если вы вдруг смотрите просто по поиску, да, там нашли и не знаете, про что мой канал, обязательно подписывайтесь. Рассказываю очень много интересного, показываю пределы работы OBS, классные штуки в стримерботе и тому подобное. В общем, до встречи, ребята, увидимся на стримах, пока.